Всем привет! Добро пожаловать на канал «Жизнь в Китае». Вот мой вид с балкона в городе Чэнду. Видите, там впереди вода? Это озеро. Большое, но это не просто озеро. Это целый город внутри города. Урбанистический эксперимент, экорайон, частные виллы, острова, фламинго и стеклянные мосты. Все это в 20 минутах от центра Чэнду. Туристы сюда почти не доезжают. Зато искусственный интеллект уже знает это место и рекомендует его. А я живу рядом. Так что просто сейчас спущусь вниз и покажу вам все сама. Ну, пошли. Это Люху, Люкс Лейкс Эко Сити, новый район на юге Чэнду, в Тяньфу. Около 550 гектаров, из которых 150 искусственные озера. Все это построено там, где 20 лет назад были просто холмы и поля. Глядя на это, просто не верится, что все это дело рук человеческих. История этого места красивая. Чэнду тысячелетиями жил рядом с водой. Древняя ирригационная система Дуцзянъянь кормила всю равнину, но урбанизация постепенно это уничтожила. Люху задумывался как попытка вернуть воду в город. С самого начала район строился на принципах города-губки. Дождевая вода не уходит в канализацию, а фильтруется через систему водно-болотных угодий. Озера здесь живые. Их чистят не химией, а растениями и моллюсками. 70% территории отведено под открытые пространства. Парки, леса, вода. Остальное – жилье. И вот оно. Виллы прямо у воды. С собственными причалами. Виллы находятся на закрытой территории и хорошо охраняются. Заборы, ворота, где-то колючая проволока поверх забора. Это, конечно, не смотровая площадка, это частные дома. Смотреть можно, заходить нет. На одном из островов 46 вилл, спроектированных американскими архитекторами. Узкие, вытянутые, с внутренними двориками и окнами прямо на воду. Сколько стоит такая жизнь, публично не говорят. Но то, что это один из самых дорогих жилых комплексов Китая, ни для кого не секрет. Где-то я прочитала, что просто для просмотра нужно показать, что у тебя есть как минимум 10 миллионов на счету. Не знаю, правда или нет. Кто-то называет этот район китайской Венецией, а кто-то говорит, что это Майами. Ну, проектировали это американцы. А может быть, напоминает какие-то виллы. В китайской соцсети я видела рекламу одного из самых дорогих, самых больших домов этого комплекса. Стоимость была 180 миллионов юаней. Чуть дальше от воды высотные резиденции. Они берут не близостью к озеру, а высотой. Панорамный вид на воду открывается именно оттуда. Хотя есть высотные здания прямо на воде. Вот, смотрите. Здесь под этим домом можно проплыть. И такой дом не один. У домов и вилл есть свои причалы, а также остановка для водного трамвайчика. Вот, например, как здесь. Вдоль всего озера пешеходная дорожка. Идешь и идешь, вода рядом, никуда не торопишься. А потом замечаешь, что вернулась туда, откуда начала. Озеро можно обойти целиком, и это само по себе удовольствие. У меня это заняло 2 часа. И вот что я увидела по дороге, кроме домов. Водная зона для жарких дней. Снимай обувь и ходи босиком. Зона для отдыха и размышлений. Туннель с измененным пространством. По бокам, как жалюзи, из которых выглядывают разные глазки. Вот здесь, например, сами видите. Амфитеатр или лестница. Собственный яхт-клуб для членов озерного сообщества. Удивительные мосты и по исполнению, и по задумке. Круглая и ломаная.
Разное использование зеркал в ландшафтном дизайне. Такой арт-объект. Огромная зеркальная арка. А сейчас мы приближаемся к площадке при Международном детском саде. Для детей, конечно, здесь сделано очень много. По-моему, какой-то детский праздник. Очень много людей. Детская площадка с горкой. Круглогодичная горка. А вы тоже в детстве играли в ручейки? Весной, когда стаивал снег. В Китае снега нет, но ручейки есть. И выглядят они вот так. Тут фонтанчиков вода идет. Ручейки. В жару будет прекрасно. Субботний отдых по-китайски. Остров детского счастья. А вот и здание детского сада, Международного детского сада. И оно же с воды. Также по воде ходят трамвайчики. Можно не идти пешком, можно плыть и смотреть на все это с воды. Я это еще не пробовала. Но это еще не все. Я же обещала фламинго и стеклянный мост. Ну что, идем дальше? Посмотрим. Сначала я хочу вам показать остров, который сделан в форме сердца, пронзенного стрелой. Вот так он выглядит со стороны в феврале. А вот это уже летняя съемка с дрона. А стеклянный мост является одним из концов этой стрелы. Здесь находится вход в парк. Вход платный. Я зашла внутрь и не пожалела. Цена билета 30 юаней. Тихого уединения здесь не ищите. Особенно выходной. Парк живет. Вот тут водная детская площадка. Здесь бьют фонтаны. Господи, чего только не понаделано. У меня нет слов. Даже фламинго есть, прикиньте. Да, Китай удивляет, это точно. Ну, а здесь утки и лебеди. Домик. Черные лебеди. Снова детская площадка. Ну, просто рай для детей. И снова многочисленные горки для детей. А это снова стеклянный мост, но уже со стороны парка. Популярное местечко, видите, здесь фотографируются. А вот этот дом, который на воде стоит. Ну и остальные дома. Может, посмотрю, что за сад.
Похоже, это будет все еще цвести весной. Хотя уже весна. А, тут еще и разные. Все сады красивые. С дорожками. Сухой ручей. И фоном все время звучит китайская музыка. Заметили? Красивая видовая площадка. Внизу, под ней, ресторан. В каком месте баскетбольная площадка? И снова детская площадка. Я уже сбилась со счету, честно. Так, пришли мы к Animal Farm. То бишь к ферме. Ой, какие девчонки классные. Здесь корова. А еще вот там вон коза. А вот еще животные. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Пардон, чуть не наступила. Все, Атара побежала домой. Здесь еще и альпака оказалась. С детенышем. Парк скоро закрывается, поэтому животных загоняют в вольеры. Но парк оказался не конечной точкой нашей прогулки. Нас ждало еще кое-что интересное. И вы удивитесь. По крайней мере, я ничего подобного до этого не встречала. Очень интересная концепция. Это CPI. Зона, где раньше были выставлены проекты вилл, а теперь ее превратили в модное общественное пространство, прямо перед входом в парк. Нашли рядышком хипстерское Здесь нет место. обычного торгового центра. Вместо этого десятки отдельно стоящих белых домиков, которые спрятаны в зелени и соединены извилистыми дорожками. Можно гулять часами, заходить в концептуальные магазины одежды и дизайна, а потом сидеть в уютных кафе или ресторанах с видом на озеро. Главная фишка – здесь собраны уникальные бренды и заведения, которых нет в обычных моллах. Причем сюда специально приезжают туристы со всего Китая, чтобы просто насладиться атмосферой, а не ради шопинга. Давайте и мы приобщимся.
Очень интересное пространство. Тут магазины, рестораны и парк. Очень советую. Всё Красиво в одном. здесь. Это совершенно бесплатное место перед парком, то есть можно прийти и все посмотреть. Но стройка здесь не останавливается, район продолжает развиваться. Вот, например, возводится новый выставочный центр. Если подвести итог этой прогулки, то могу сказать, что мне было очень интересно увидеть, что можно сделать за 20 лет. Можно поменять рельеф, можно сделать озера, можно создать целую экосистему. Китайцы просто молодцы. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И до новых встреч!